Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Leslie Games. Сегодня у нас на обзоре американский тяжелый танк 8 левела Т-77. Прям танчик. Купил я его, мне Андрюха задонатил 25 тысяч голды, что хватил на эту машину. И еще одну возьму, подумаю, какую, пока еще не решил. А сегодня у нас, конечно, обзор на этот Т-77. Тяжелый танк с барабаном на 3 снаряда, да. И прежде чем мы продолжим обзор, конечно же, прожми лайк и подпишись на канал, если ты до сих пор это не сделал. Ну а мы с вами отправляемся смотреть бронирование Т-77. Go! Итак, господа, коллижн модель нашего мини-хомяка Т-77. Смотрите, как сколько групп брони снизу в НЛД. Прям настоящий америкос. Все снизу закругленное, да, все тут клюв весь закругленный. Ух, даже самому интересно. Погнали, значит, в центральной части НЛД 214. И что достаточно неплохо, как для восьмерки на самом деле. Здесь 197, 186, 205, 239 ближе к каткам. 194, и вот все такое вот сложное, хрен поймешь, куда стрелять. Ладно, центральная часть, вот здесь самая верхняя часть НЛД 187. И смотря как будет входить снаряд, на самом деле не пробить на тяжелом танке на 8 левела эту машину в НЛД обычным снарядом у вас большие шансы. Потому что, ну, смотря куда попадете на каком танке, сядете на ИС-5, ИС-6, либо Крайслер, у вас будут определенные трудности с пробитием НЛД. Дальше, ВЛД 212, 206, вот здесь вот рикошетные там углы, так все на самом деле склонение безумное, да, 223, 321, 326, 270, вот только в центральную часть, и то голдой. Обычным типом снаряда на восьмерке мы уже рискуем не пробить. Девятки, понятно, десятки, а мы говорим сейчас про восьмерки. Вот такие штучки есть еще 271. Ладно, переходим к башне. Маска орудия, кругляк 237. Здесь понятно конус, сплошной рикошет. Нижняя часть башни. Ну, тут вообще нет брони. Ну, что это такое? 170, 180, 212. Вот здесь уже понятно, тут и рикошет, и все круто зашито, да. Лючок 162, все круто. Ну, вот здесь, конечно, под стволом. Справа и слева беда. Воротник вообще 140, 100, ну тут вопросов нету, да. Вот единственное, нет, вот здесь бьется, но выше уже, короче, вот сюда под башню ему лучше не стрелять воротник. Есть места по 255, и вы в них рискуете, соответственно, попасть. Стрелять надо вот в этот воротник вправо и влево, ну и вот здесь вокруг ствола, снизу, справа и слева. Боковое бронирование. У нас 94, местами 109, 102. Ну, от борта он будет нормально играть, абсолютно, да. Единственное, подбашенный цилиндр подставляет. Но он очень маленький, туда тяжело будет попасть. Вот, в целом, тяжелый танк. Еще раз, достаточно крепкая верхняя часть ВЛД. Вот, ну и верхняя часть башни, за исключением, соответственно, лючка. Очень сложный НЛД, лучше ему тоже сюда все-таки не стрелять, если только голдой жахать. Вот, ну понятно, воротник, и это все картон. Так, с броней разобрались. Давайте смотреть орудие. Пушечка у нас, кстати, 9 левела на танке 8. 360 альфа. У нас барабан на 3 снаряд, бронепробитие на основном 232, на голде 300. Нифига себе восьмерочка. Вот, ДПМ нищий, поскольку у нас время полной перезарядки на стойке барабана 40 секунд. И это, конечно, очень долго. Невероятно долго. 0.37 точность не самая плохая, а вот время сведения у нас крайне некомфортно, как для барабана 2,7 секунды. Честно говоря, это уже предвижу бедой. Вот. По полевой модернизации у нас, значит, вездеходная ходовая во втором блоке. Так, на сведение притирка шестерни наведения однозначно в четвертом блоке. Звукоизоляция в пятом блоке. Вторым слотом рекомендую взять мобильность, наверное. Я буду точно катать на нем на турбине.
потому что мне нужна для барабана, для правильной реализации барабана все-таки более лучшая подвижность. И вот как раз турбина стоит во втором слоте. В первый слот либо закалка, я поставил вентилятор, и обязательно всегда ставить на этот танк стабилизатор. Вот. По снарядам основной у нас подкалиберный, летит 1143, что вполне себе вменяемо, а вот голда кумулятивно летит 850, и это, конечно, такое себе. Неплохо, но хотелось бы видеть здесь косарь. Вот. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель я поставил доп. Паёк, 4 члена экипажа, перки наблюдаете перед собой в табличке. Теперь по плюсам и минусам машин. Значит, я вообще люблю барабаны безумно и предвижу, что это тоже крутой барабан, но время перезарядки в 40 на стоке и в 34, почти в 35 секунд ну что мы можем максимально выдать? Мы можем выдать максимально, получается, там, ну, в районе 1200, да, 1200. Понятно, что это не десятка, и вспоминая время перезарядки всяких кранвагонов, ну, блин, это все равно боль, очень долго заряжается барабан. Дальше что мы видим с вами? Разброс, как для тяжелого танка, на самом деле, очень неплохой, 0,32. А вот, конечно, время сведения, оно уже стало более-менее комфортным, 2,35. Но хотелось бы видеть больше. Вернее, не больше времени, а меньше, наоборот, сведения. Мне кажется, все-таки 2.35 это удручающе. Вот. Достаточно нормальная альфа, как для восьмерки 360. То есть по пушке у нас есть даже УВН минус 8. Ну чем они нам помогут, когда у нас вот здесь нет брони, здесь нет брони, и еще люк наверху. Только верхняя часть что-то там зарикошетит. Это плохо. В целом, конечно, долго заряжается пушечка. По ХП 1450, и это, конечно, нищая ХП. Но, ребята, 8-й левел, тяжелый танк, 1450. Вы что, реально смеетесь? Тоже проблема определенная, да. По мобильности с турбиной 52 вперед. И это уже, кстати, неплохо. Больше 15 лошадей на тонну удельная мощь. Знаете, максималку будет достаточно бодро набирать. У нас 17,37 лошадей на тонну удельная мощность. Ладно, что я не заметил, открываю. Вот, по обзору 428 метров и стандартный параметр. Ребят, все круто. Даже на турбине подвижность, но время перезарядки, а у нас ведь сейчас в основном турбосливы в боях идут. И, конечно, с таким КД настрелять, это нам надо прям все как это, белки в глаз закладывать, чтобы делать хороший результат по настрелу. Вот это мое мнение. Давайте отправляться в бой, у нас первый бой, еще ни разу не катали, посмотрим, собственно, что эта машина способна. Погнали. Так, господа, обзор боем у нас Т-77, купила эту тачку, Андрей мне задонатил 25 тысяч голды, я еще даже второй танк обязательно куплю, вот, спасибо Андрюхе, взял я все-таки Т-77, американец, тяжелый танк 8-го левела, прем-танчик, сейчас мы его будем тестить, давно, первый бой, кстати, да, еще ни одного боя не скатал, сейчас будем смотреть, собственно. На центр я не поеду, есть арта, ну его нафиг, наверное. А что-то туда особо танки не пошли. Т-26Е4 поехал, да? Ну ладно, затерпим, от арты что делать. Так. Все, зарядили как раз барабанчик. Ни разу не попал. Ребят, с барабан скинул, только сам не впитывал. Да. Не, у них какая-то ELC просто злая. Ну, глупая. Все. Они без ЛТшки. Я бы на самом деле, тут надо тебе смотреть сейчас.
Если наш елочка поедет светить, было бы хорошо. Одну тычку с барабана по нищему отстрелялись. Я все понимаю, но... Все, дозарядились. Ну, над башки стоит, что я ему сделаю? Да, даже голдой не берется. Даже голдой не берется. Ну, сводится пушка достаточно долго на этом танке. Дали шотик. Зря стрелял. Кадышем барабан. Блин. А я не откадышил. Есть шотик. Все, обидчика я убил, который мне тут стрелял в борт. Вот артовод, а. Да, от арты уже нельзя получать, хпшек вообще нету.
Перекачись-ка, наверное, лучше. На аллею, пока не поздно. А то от арты погибну. А то погибнем от арты. Убили. Все, ребят, сумма почти 3К есть. Заряжаемся. Заряжаемся. Фу, в первый бой такой пот. Значит, что по танку сразу ощущения плохие. Долго сводится пушка. Это раз. Достаточно все равно для 3 снарядов. Ну, как по мне, долго заряжается, наверное. Ну, сведение, конечно, убогое. Прям говно-говно. Что, на Черриотера едем? Он сейчас там... Он шотнет, да? Да. Он сдохнет за секунду. Просто за секунду сдохнет. Все. Дали шот, но, ребята, 3К суммы как раз получилось, да? Да, почти. Без 20 там очков. Ну, жесть, на самом деле. Я так долго с 2 барабанов не мог пробить Т-103. Первый бой. Ощущение от покупки. Барабан — это всегда хорошо. У нас есть какая-никакая броня, все-таки тяжелый танк. Достаточно сносная подвижность, да, с турбиной. Вот, с турбиной, да, будет сносная подвижность. Второе место у нас по урону, 3 фрага. Да, ассист все так и есть, ничего там плюсом. Угу. Эх, сведение, конечно, все портит на этой машине. Прям хоть усиленный приводновод, кстати, смешно, но до этого может дойти, но нет, конечно. Вентиль однозначно здесь нужен, стап однозначно. Я думаю, что турбина тоже нужна, без нее он будет вяло ездить. Вот, я думаю, самый правильный набор по оборудованию. А вот, кстати, подтверждение моим словам, конечно же, да? По статистике. Бои. 1 бой. Идем по почти на 96%. То есть на нем плохо играть, что ли, получается? На 3 отметки. У меня такой бой, сумма на 3К почти. И я на 100% почти отметки иду сразу. Ну, такое. Ну, такое. Нанесенный урон лучше, чем у 90%, 98%, почти 99%, кто играет на этой машине. То есть танк, на самом деле, получается кактус, и людям он не нравится. Странно, барабан. Все-таки можно сумму-то давать побольше.
Ну что мы тут, 2422 настреляли. Больше, почти 99% обогнали, да. Вот один бой. Все, ребята, свое первое мнение самое правильное об этом танке, наверное. И можно на нем играть, но, конечно, сведение жуткое. Да, это минус этой машины. Ну, плюс у меня, конечно, и экипаж не на 100% переобучен. Когда вот переобучить там на 100%, посмотрим. Хотя, подожди, почему не на 100? На 100, на этом же на 100. Да, нет, лгу, вру. Дело не в экипаже, в моих руках и в самом танке. Ребята, у кого есть Т-77, конечно же, пишите свои комментарии, как вам эта машина, у кого она есть. Какое вы на ней используете оборудование, да. Вот, как по мне, немножко есть у него вот траблы. Вот, да-да. А так красивый, конечно. Ну, прям вылитый хомяк, да, честный. Прям. Только мини на 8 уровне. Вот. Ставьте лукасы, подписывайтесь на канал. Я по 5-бальной системе этой машине ставлю не твердую 4, 4 с минусом, хоть это и барабан. Но такой достаточно, на мой взгляд, сложный барабан. Хотя броня что-то есть, может и твердая 4. Вот. Всем пока-пока. До скорых встреч, новых обзоров. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.